Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В последнее время все чаще мы с вами выполняем восстановление ногтей твердыми материалами. Но и базу гель-лак не стоит списывать со счетов. С ней также можно сделать идеальные ногти, а способ выравнивания, который я покажу в данном видео, возможно, кого-то удивит. Поехали! Ну что ж, давайте посмотрим ручки, которые нам придется сегодня преобразить. Выполняем снятие старого покрытия и видим, что оно тут очень тонкое. Тут совсем отсутствует выравнивание ногтевой пластины. Поэтому я снимаю только цвет, стараюсь оставить тонкий слой базы, который будем затем дорабатывать. Видим, что есть отслойки, а, например, на указательном модель и вовсе сорвала покрытие. Видим, как ноготь сильно расщепляется, поэтому обязательно рассказываем клиентам, почему нельзя отрывать покрытие самостоятельно, а нужно идти к мастеру и его снимать. Ведь это истончает ногтевую пластину. И затем любое покрытие, которое мы будем наносить, даже укрепляющие, даже твердые материалы, будут носиться хуже. И получается необратимый эффект. Клиент каждый раз отрывает, у него покрытие отслаивается, ногтевая пластина становится все тоньше. В таком случае рекомендуется полностью срастить ногтевую пластину и затем уже на хороший здоровый ноготь полностью выполнять новое покрытие. Если расслоения не столь большие, как в нашем случае, мы их можем шлифовать при помощи пилки мягкой 180-240 грит. Если даже такие тонкие ногти, то лучше 240 грит. Или, например, заматировать поверхность бафом. Движение выполняем на себя, для того, чтобы не раскрывать еще больше чешуйки ногтевой пластины, а наоборот, как бы их запаять. Этого вполне достаточно для подготовки ногтевой пластины и для хорошей сцепки. Ну а мы с вами выполняем маникюр. Эти ногти моя модель выполняла самостоятельно. И не поверите, только вчера она закончила базовый курс в нашей школе. Она сказала о том, что теперь я точно знаю, как выравнивать ногти, как их укреплять и что я делала неправильно. А для меня это самое ценное, когда ученик видит свои ошибки и знает, как с ними правильно работать. Поскольку не было ни выравнивания, ни укрепления, некоторые ногти сломались, есть небольшие трещины, поэтому средний ноготь придется донарастить. И выполняем с вами комбинированный маникюр. Кутикула небольшая, как мы видим, поэтому я использую насадку пламя, срезаю ее и дошлифовываю тем же пламенем, либо силиконово-карбидной насадкой. Все, теперь наши ногти готовы к покрытию. Наносим подготовительные препараты, праймер для улучшения сцепки. Сегодня буду работать материалами от бренда IQ Beauty. Нам понадобится несколько баз. Первый мы будем наносить грунтовочный слой, каучуковый, то есть пластичный. Она имеет хорошую сцепку и не будет давать отслоек. Наносим ее в тонкий слой. В этой базе мне очень нравится скругленная кисточка и очень удобно подходить к зоне кутикулы. Особенно такой кистью удобно работать новичкам. Просушиваем в лампе. Средний ноготь донарастим при помощи нижней формы. Если есть зазор между ногтем и формой, обязательно нужно ее подрезать, для того, чтобы материал не затекал в эти щели и не было ступенек. Ну а чтобы ноготочек получился узким, а не широкой лопатой, вырезаем насечки и поджимаем хорошо формочку. Она должна стоять по ширине пластины. Выкладываем подложку. Сразу по форме миндаль. Да, мы будем менять изначальную форму ногтей. Наверняка вы удивились, а почему мы не придали сразу форму миндаль? Мы это сделаем чуть позже, после выравнивания ногтей. За счет этого получится четкая и крепкая форма. Просушили подложку, снимаем липкий слой и опиливаем форму. Будем работать в технике без поверхностного опила. Следующий важный момент, что укрепление выравнивания мы будем производить при помощи hard base, то есть базой, которая будет армировать ноготь. Не той, не каучуковой, не пластичной. Та база подходит больше для короткой длины, а у нас все-таки с вами есть длина. И во избежание усадки ногтевой пластины будем работать именно ей. Хотелось более подробно остановиться на этом этапе, ведь у многих мастеров возникают проблемы на этапе выравнивания. Мы с вами набираем небольшую каплю, приблизительно размер с горошину. Чуть больше, чуть меньше будет зависеть от ширины ногтя и длины. Ставим каплю на наивысшую точку. Предварительно ногтевую пластину я промазала тонким слоем, для того, чтобы капля распределялась. И протягиваем каплю до свободного края. Затем ребром кисти поправляем боковые стороны легкими, не взбивающими движениями вверх-вниз,
вверх-вниз. Если делать сбивающие движения, то будут образовываться пузырьки в покрытии, которые потом достаточно проблематично убирать. Для формирования правильной архитектуры можно перевернуть пальчик вниз, но смотрите, чтобы материал стекал на наивысшую точку по центру ногтевой пластины, а не на свободный край. Средний ноготь также выравниваем при помощи жесткой базы. Для того, чтобы понять, ровно вы выполнили выравнивание или нет, ориентируйтесь по блику на поверхности. Если он ровный, не раздваивается, не какой-то широкий, это говорит о том, что у вас ровная поверхность. Посмотрим с вами на получившуюся архитектуру. У нас идет плавный подъем к наивысшей точке и плавный спуск. Тут, конечно, сложнее понять, потому что лампа у меня не круглая, а длинная, бестеневая, но уже с практикой я понимаю, что поверхность ровная. Еще очень важный момент, посмотрим на указательный, он, как правило, у всех людей клюющий, поэтому мы выполним такой лайфхак, такой прием. Промазываю базой от середины ногтя и ставлю каплю только на кончик, для того, чтобы его приподнять. То есть я не использовала дополнительные твердые материалы, ни акригель, ни гель, а все делаю при помощи твердой базы. Поэтому я настоятельно рекомендую в арсенале мастера иметь несколько баз по консистенции, по пластичности, по кислотности. Кстати, эта база низкокислотная и не будет негативно влиять на ногтевую пластину. Теперь мы опиливаем свободный край. И если где-то материал стек по бокам, если вам что-то не нравится в выравнивании, вы всегда можете снять липкий слой и опилить поверхность пилкой. Вот этот момент очень часто вводит мастеров в ступор. Как так? Пилить базу? Почему? Зачем? Это же ведь не гель. Но на самом деле это тот же полимер, это тот же материал. Почему с ним нельзя работать так же? Конечно же можно. А благодаря тому, что мы опилили ногти уже после выравнивания, у нас получается укрепленный торец, на котором есть определенная толщина и четкая форма. Если бы мы сразу опилили форму миндаль и укрепили, то, возможно, на торце было бы недостаточное количество материала, он бы был тонким и материал скалывался, а за счет такого способа у нас точно все будет прекрасно держаться. Ну и, конечно, не забываем про выпиливание изнанок. Можно их слегка подчистить при помощи насадки. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. У IQ Beauty вышла новая весенне-летняя коллекция 2023 года Jungle Flower, состоящая из 4 цветов. Сиеста в джунглях, лазурный, богемный и розовая роза. Цвета ложатся плотно и также имеют скругленную кисть. Последний цвет неоновый. К сожалению, камера не передает его насыщенности, но считаю, это прекрасно популярный цвет в летний период. А мы с вами будем выполнять дизайн при помощи оливкового и голубого. Широкой кистью делаю хаотичные мазки и разбиваю их на поверхности, создавая имитацию текстуры. И дополнительно добавляю молочный гель-лак. Это не база, так как база будет давать толщину, а именно полупрозрачный молочный оттенок гель-лака. Похлопывающими движениями смешиваю цвета. То есть мне не нужно добиваться абсолютной плавности. Если где-то есть такие разводы, кляксы, это даже очень хорошо для нашего дизайна. После чего подвожу зону около кутикулы тонкой кистью. Если это сделать сразу, то большая вероятность затеков, которые мы никак не хотим допустить. Помните эту палитру из обзора с AliExpress? Вот как раз пригодились блестки. Они плотные и ложатся тонко, и как раз идеальны для выполнения дизайнов. Для большей текстурности этого дизайна добавим еще белые прорисовки. Такую прорисовку можно выполнять как акварельными каплями, так и акварельными красками. Но, по-моему, самый быстрый способ взять обычную гель-краску, немного смешать ее с топом, либо с базой для полупрозрачности и прорисовать. Сначала плотно рисую, затем уже убираю излишки для большей полупрозрачности. И по мокрому тонкой кистью добавляем дополнительные линии. Они дают такой завершающий штрих, подчеркивающий большую текстурность. Когда я делала этот дизайн, честно признаться, я прям кайфанула. Мы с моделью сидели, смотрели на эти ногти, они настолько круто смотрятся вживую, вот реально, как будто взяли какой-то камушек. Перекрываем топом. 4 ногтя мы решили сделать глянцевыми, а большой матовым.
На большом сделаем еще рельеф при помощи геля, просушим его. Снимаем липкий слой и теперь в поверхность геля втираем втирку. Закрепляем втирку тем же глянцевым топом. Еще, кстати, такой лайфхак. Для того, чтобы топ не растекался, можно его немного прихватить при помощи ультрафиолетового фонарика. Тогда линия получится тонкой. Мы специально использовали гель, потому что он имеет высокую вязкость и рельеф будет держаться, а не будет расплываться, в отличие, например, от базы или топа. Подведем итоги. Обычной базой гель-лаковой системы можно укреплять натуральные ногти. Важно ее правильно подобрать под них. Смотрите и другие ролики с выравниванием ногтевой пластины у меня на канале. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!